Приветствую всех на моем канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Моя орхидея новая, которая, к сожалению, начала гнить, и я остановила ее гниль и спасла. Я вам показывала, что обрабатывала эту орхидею препаратом Максим. Здесь убрала очень много листьев, потому что они желтели и гнили. Кроме того, 2 раза я ее препаратом пролила Switch, который останавливает гниение орхидеи изнутри. Скажу так, этот препарат я использовала первый раз, и мне он очень понравился. Я увидела действительно от него результаты. Ну а препарат Максим — это уже старый, давно известный препарат, который используют для того, чтобы орхидейка также остановила свое гниение. И смотрите, с того времени, как орхидейка спасена, она уже выпустила вот этот лист. Видите, он такой поломанный. На нем видно, что орхидейка болела, и вот это все отразилось. Кроме того, сейчас идет новый листик. Но вот этот новый лист, я думаю, вы сами видите, что не совсем хороший. Он очень-очень вялый и мягкий. Если орхидея потеряет точку роста, значит будут детки. Ничего страшного. Но сейчас я ее буду пересаживать. Сразу скажу за вот этот светлый цвет. Орхидея стоит на южном окне, я это уже показывала вам. И вот на том окошке у меня орхидеи, к сожалению, горят. И вот я вижу, что она пожелтела. Поэтому пересаживаю ее и убираю уже с южного окна, перенесу на западное или куда-то поставлю подальше, даже от окна на полку, чтобы мои орхидеи не получали солнечные ожоги и вот таким образом не светлели. Вчера я эту орхидейку поливала. За день-два до пересадки орхидею надо пролить, чтобы корни были влажными, и тогда меньше будет микротрещин, меньше будут корни ломаться. И как всегда, держим орхидею за сам стволик и снимаем горшок с корней орхидеи. Бывает иногда, что корни прорастают внизу горшка, вот здесь выходят, и тогда тоже очень тяжело снять орхидею с горшка. Ну вот видите, уже корешок начал выступать. К сожалению, это все удерживает орхидею в горшке и не позволяет нам ее достать. Все. Убираю. Вот. Орхидейка. Снимаем, убираем. Смотрите, как всегда, есть торфяной стаканчик под шейкой орхидеи. Вот. Весь этот грунт я обязательно выбрасываю, потому что он покупной. Орхидея в нем долго находится, он уже в труху даже превратился, я вижу. И вот смотрите, что по корням. В принципе, обработки здесь особой не будет. Видите, корни не гнилые. Единственное, что есть сухие кончики. Вот такие сухие корешки, даже не корни, а смотрите, буквально кончики. То есть обработка будет совсем небольшая. По корневой системе вот этих корней на эту листву достаточно. Соотношение хорошее. Обрезаю все сухие вот эти кончики, убираю их. И сразу же вместо среза, как всегда, обрабатываю просто перекисью. Хорошо, что здесь сухие кончики, а не гнилые. Эта ситуация намного лучше. Если корни подсохли, ничего страшного с орхидейкой не случится. А вот если кончики гниющие, то, конечно, там есть особенности ухода за орхидеей после пересадки. Я такое видео показывала недавно на канале, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Что делать, если у орхидеи большая потеря корней, тургора, после пересадки, как за ней ухаживать. И смотрите, только что сама обнаружила и хочу вам показать. Эта орхидейка, смотрите, начала наращивать корень. Вот корень в стадии роста, то есть орхидеи сейчас достаточно сил для роста. Я всегда говорю, что орхидеи надо пересаживать, когда корни в стадии роста, лист растет, то есть орхидейка сейчас в движении. Это замечательно, значит, она быстро пойдет в рост и быстро приживется. В общем-то, обработки здесь совсем немножко, вот просто очень мало. В основном даже я бы сказала, что вот буду убирать то, что было обработано препаратом Максим. Да, чаще всего эти корни высыхают, поэтому особо усердствовать в обработке препаратом Максим не стоит, потому что, скорее всего, эти корни, они высохнут. Хотя, с другой стороны, видите, там и внизу шейки тоже были корни обработаны, но с ними все хорошо, они дальше растут, а не высохли. У орхидеи много корней, поэтому пересаживать ее буду в горшочек побольше. Ну, вот этот, который идет следующего диаметра. Размещаем корни в горшке, укладываем. Видите, в самом горшке есть такая ступенечка. И поэтому вот эти длиннющие корни, которые самые-самые длинные, я пытаюсь уложить вокруг этой ступеньки.
Смотрите, вот видите, вокруг этой ступеньки, чтобы они не легли на нее, иначе орхидея не сможет полностью хорошо поместиться в горшок, а будет находиться над горшком. Поэтому вот эти самые длинные корни раскладываем. Все замечательно. Одной рукой придерживаем орхидею за стволик, а другой заполняем. На самый низ кладем более крупную кору. Вот. У меня, кстати, очень часто спрашивают и пишут в комментариях, где вы покупали мох, где вы покупаете кору. У меня есть отдельное также видео на канале покупки товаров для орхидей, где я вам показываю упаковку производителя именно той коры, которую я покупаю. Мох показываю, как выглядит упаковка, горшки, кашпо, все это показываю. Ссылочку также на то видео оставлю в описании под этим видео. Даже если вы не из Беларуси, у вас совершенно другие магазины, а не тот, который я показываю, вот эти товары, они также могут быть у вас. Главное знать, как выглядит упаковка и кто производитель. Кроме того, всегда есть международные маркетплейсы, где все это можно заказать. Так, на самое дно укладываем, как всегда, кору. Вот так, потому что дальше будет к дну тяжело добраться, вот сюда вот. Когда укладываю, я стараюсь, чтобы у меня немного корней осталось вблизи горшка, чтобы потом можно было видеть состояние корней. Потому что если вот так вокруг все уложить корой, то потом вы не будете видеть состояние корней. Я показывала вам свою посадку в экспериментальный грунт, и вот там была такая посадка, что все было закрыто корой, в связи с чем я не видела состояние корней. И когда уже орхидея стала терять тургор, я ее высыпала с горшка и увидела, что корни, к сожалению, просто высохли. А так как все было спрятано за корой, я этого не увидела вовремя. 1-2 ряда коры я уже уложила. Далее беру помельче кору, вот такую примерно. И опять же точно так же просыпаю орхидею. Точнее не просыпаю, а укладываю кору, чтобы не было слишком больших пустот, не было воздушных карманов, которые, конечно, могут быть, ничего плохого в них нет, но в разумных пределах, не огромные и не слишком много. Вот, смотрите, то, о чем я говорю, видите, стараюсь, чтобы корни оставались с этой стороны горшка, чтобы их было видно. Так, сейчас уже подходит кора под шейку орхидеи, и самое время положить под шейку орхидеи уголек. Я всегда рассказываю, что кладу под шейку орхидеи небольшой кусочек древесного угля. Так, вот смотрите, у меня есть такой кусочек, он даже большой. Я его сейчас немножечко отломаю. Смотрите, у меня получился вот такой кусочек. Ну и руки все в угле, как всегда. И вот теперь под шейку орхидеи, видите, под корнями здесь есть место. И вот нам надо так сделать, чтобы орхидейка сидела, вот видите, под самые-самые корешки, под самую шейку, чтобы орхидейка сидела именно вот на этом угольке. Вот, под шейку. Так, все. И дальше я опять продолжаю вот эти корни между корнями, вот видите, прокладывать корой. И теперь, когда пересадка практически завершена, я беру мелкую смекс, вот у меня есть. Здесь идет вот такая, смотрите, мелкая кора, меленький совсем керамзит, немножечко уголька встречается. И просыпаю сверху со всех сторон этот маленький мелкий грунт с той целью, чтобы заполнить воздушные карманы, которые образовались во время пересадки. Здесь их не очень много, но все же они есть. Поэтому заполняю сверху, насыпаю вот этот мелкий грунт, чтобы он провалился на дно. И если где-то есть необходимость, он заполнит вот все вот эти воздушные карманы. Так, сейчас заполняю. Думаю, видно, что сверху лежит мелкий грунт. Дальше одной рукой мы держим ствол орхидеи с горшком, чтобы он не падал, а другой рукой простукиваем по краю горшка. Смотрите, видите, как мелкий грунт вот уже вот начал падать вниз горшка, заполняя все воздушные карманы и пустоты. Вот смотрите, видите? И таким образом простукиваем вокруг по всему горшку. Не сильно, не усердствуя, оно очень хорошо само проваливается на дно. Такой результат пересадки. Видны корни, по которым мы можем наблюдать за состоянием орхидеи. Обязательно оставляем где-то, чтобы были видны корни. Хотя я понимаю, что при пересадке очень удобно заполнять горшок, укладывая кору, знаете, вот так к стенкам. Но надо, чтобы были видны корни. Есть воздушные карманы, видите, не полностью все заполнено. То есть есть орхидеи, куда двигаться и наращивать корни. Первый раз, естественно, я ее пролью не сегодня. В любом случае, пересадка – это стресс для орхидеи.
В любом случае, даже при самой мягкой пересадке, здесь есть микротрещины. Надо, чтобы они просохли. И вот где-то дня через 3 я орхидейку буду уже поливать. Первый раз после пересадки я всегда проливаю орхидею янтарной кислотой. И в первый день, когда буду проливать орхидею, поливать, сверху горшка я положу обязательно мох. Пока на пару дней оставляю орхидейку вот так, чтобы все-таки микротрещины просохли. Всем, кому было полезно это видео, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!